Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовой фетиш, серии видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами начнем делать пунктуацию, разберем точку, запятую и похожие символы. Точка – один из самых частых знаков пунктуации, которые вы можете встретить в тексте. Рецепт ее создания достаточно прост. Обычно она круглая, если она круглая, скажем так, то она чуть больше толщины вертикального стема буквы I. А если она квадратная, то она либо точно такой же толщины, либо чуть-чуть больше, если это тонкое начертание. Но это далеко не всегда так. Иногда можно встретить точку, которая значительно больше, чем вертикальный стем строчной буквы I. Иногда он бывает больше даже прописной буквы I, а иногда бывает меньше. То есть это все сугубо индивидуальная история, каждый сам выбирает, какую точку, какого размера ему сделать. Одно однозначно стоит учитывать, это то, что точка в тонких начертаниях должна быть заметно больше, чем толщина вертикального стема, потому что если она будет такой же тоненькой, как и остальные буквы по пропорциям, то ее просто будет не видно в общем тексте. Поэтому обычно, чем тоньше начертание, тем больше точка. И это мы с вами разберем в этом уроке. На сайте Type Today в статье про пунктуацию хорошо видно соотношение самого стема буквы, ее точки, ее форма и то, как оно смотрится вместе с буквой I. Например, в стейрин она больше, чем ширина вертикального стема и даже больше, чем ширина вертикального стема прописной буквы. В SF Pro здесь, например, она больше, чем даже буква I с ее точкой сверху. Здесь, допустим, она тоже побольше, скорее всего, по размеру ближе к толщине вертикали. В Дине она прям очень сильно больше, поэтому тут все вообще очень-очень индивидуально. И вот еще несколько примеров, в которых прям видно, насколько точка сильно отличается от общего начертания шрифта. Скорее всего, здесь это сделано потому, что шрифт, судя по всему, моноширинный, поэтому, чтобы компенсировать вот эту пустоту, которая в площадке у нас с вами образуется, сделали ее достаточно широкой, чтобы она не так сильно мельчила и как-то вот более сбалансированно смотрелась в общей массе текста. На примере моего шрифта Zasker можно увидеть, что у меня в наборе здесь представлено два вида точек, и включается это все стилистическими сетами. Здесь видно, что точки сами по себе достаточно большие, и для себя я сделал их размер чуть больше размера прописной буквы I. Почему? Потому что, скажем так, в шрифтах, референсах, которые я использовал при создании этого шрифта, я посмотрел, что обычно они чуть больше, и просто решил сделать точно так же. А вот в квадратных вариантах у меня они, скорее всего, такого же размера. Поэтому, если мы посмотрим, ширина 170, здесь 170. Да, они такого же размера, как и прописная. А в круглых, чтобы компенсировать вот эту вот часть, я сделал их чуть-чуть больше, чем вертикальный стем буквы I. В узких начертаниях точно так же. Они больше, даже и квадратные точки сами по себе больше. В букве I они тоже имеют небольшой, скажем так, увеличение, чтобы просто в общей массе они не так терялись. С запятыми все гораздо интереснее. Здесь можно нарисовать ее любой формы, в зависимости от того, какую вы хотите, потому что, например, в той же самой статье видно, что более классические варианты, это точка с таким крючком, они больше напоминают точку непосредственно, а если посмотрим на какой-нибудь шрифт график, либо навига, здесь уже они, или даже спектрал, они очень сильно отличаются. То есть если мы поставим их рядом, они будут прямо между собой сильно отличаться. Иногда это хорошая штука, она, скажем так, разнообразит ваш шрифт, почему бы и нет, но тут нужно посмотреть, какие примеры делают, как это делают другие дизайнеры, чтобы не сделать что-то совсем уже не подходящее, потому что когда мы используем такую необычную запятую, нам нужно это учитывать и при создании всех знаков, которые используются на основе этой запятой, всякие кавычки и так далее. Поэтому тут нужно найти правильный баланс, чтобы не перепутать ее с каким-нибудь апострофом, короном и так далее. Все это тоже надо учитывать при выборе дизайна. Вот, я у себя их сделал на основе точек, просто добавил к ним вот такой хвостик в зависимости от того, какое начертание мы с вами видим. А в будущем я это дело все разберу, склею, а пока на этапе такого проектирования шрифта мне этого будет полностью хватать на самом-то деле. Чтобы создать двоеточие или точку с запятой, мы можем использовать два разных способа. Первый — это классическое добавление компонентов, второй — это использование автолейера. Разберем первый вариант. Создаем ячейку глифа и заходим в него. Теперь нам нужно добавить компоненты. Выбираем
правой кнопкой создания добавления компонента, добавляем его во все мастера и делаем это повторно. Здесь отмечаем во все мастера. Жмем ОК, и теперь нам нужно ее поднять. Зажимаем Shift, чтобы она справа-лево вот так вот не ходила. Мы можем зажать и приподнять. Это делаем мы в каждом из мастеров. После того, как мы их добавили, нам нужно определиться с их высотой. Обычно, если мы посмотрим на другие шрифты, высота этого глифа равняется высоте строчных символов с небольшим овершутингом сверху. Поэтому, если у нас снизу она на 10 юнитов выступает вниз, то сверху сделаем точно так же. Так мы делаем в каждом глифе. После того, как мы добавили их, вот они у нас здесь идут одинаковой высоты, нам нужно сделать им метрики. Метрики можно сделать, ссылаясь на непосредственно точку, поэтому пишу здесь период, здесь пишу период и копирую во все остальные мастера. Теперь все у меня четко, все как надо, все работает, в принципе удобно. Теперь делаем двоеточие. Здесь все очень просто. Мы копируем этот глиф, вставляем его, заходим в него, выбираем нижнюю точку, зажимаю Ctrl-Shift-C, чтобы открыть окно замены компонента, либо глиф замены компонента. Здесь я пишу запятую, кома и жму ОК. Но здесь у меня произошла проблема. Он у меня их заменил обе. Почему это произошло? Потому что не знаю почему. Судя по всему, так просто заменить ее не получится, поэтому придется делать все вручную. Попробуем еще раз. Я не знаю, почему здесь это не сработало. Ctrl-C, замена на запятую, жму ОК. И все равно не меняется. Ну, значит, надо ее создавать с нуля. И это одна из причин, почему я не пользуюсь таким способом. Поэтому мы рассмотрим с вами второй вариант, как можно заменить и быстро собрать все непосредственно глифы с заменой в автолейере. Для начала давайте вернемся к двоеточию, которое мы до этого с вами делали, и попробуем собрать его иначе. Первое, что я делаю, это я пишу здесь название точки. Период. Это у нас поле автолейера. Жму Alt. И по этой иконке она у меня заменяется везде. Теперь открываем ее. И что мы можем сделать? Мы можем сделать так, чтобы у нас здесь появилось две точки. Поэтому что я делаю? Пишу плюс период. Жму с зажатым альтом, чтобы она скопировалась у меня на все слои. И мы видим, что мы, собственно, особо-то ничего и не видим. Перейду сюда. Вот. Теперь, что нам нужно сделать? Нам нужно сделать так, чтобы одна точка была выше. Мы знаем, что она у нас должна быть на высоте, касаться верхушки 510, чтобы они были на одном уровне. Вот. Для этого нам нужно ее приподнять. А чтобы нам ее приподнять, нам нужно воспользоваться формулами, выражениями, точнее, которые мы с вами здесь прописываем. Поэтому в первую очередь, что мы с вами делаем? Мы с вами пишем вот здесь равно. И вот здесь пишем знак собаки, который, скажем так, позволяет нам спозиционировать по координатам вторую точку, которая у нас здесь представлена. И я пишу 260. Что происходит? Она сместилась на высоту 260 здесь, 260 здесь. То есть края вот этих вот слева и справа у нас относительно нулевой координаты на 260. Почему 260? Просто случайная цифра. Теперь нам что нужно сделать? Нам нужно ее поднять вот сюда. А для этого нам нужно приподнять вот именно вот это положение. Поэтому я пишу здесь, например, 310. Что происходит? Немножко не хватило. Пишем 324. И мы попали идеально на 510. Все, супер. Теперь нам нужно сделать так, чтобы она поднялась, но была при этом по вертикали здесь. Я поставлю вот здесь запятую. Допустим, если я поставлю запятую здесь, она у нас снизу будет. Если я поставлю запятую вот здесь, она у нас будет сверху. Почему? Потому что мы указываем координаты по оси X и по оси Y. Если я не указываю никакое значение по оси X, то есть не пишу там нолик, потому что если я нолик напишу, она просто сместится к
краю площадки. Оставлю пустое поле, но поставлю запятую, чтобы было понятно, что вторая цифра 324 это у нас положение по высоте. Она сместится ровно туда, куда нам нужно. Теперь что нам нужно сделать? Теперь мы выключаем это и копируем во все остальные мастера. Все, здесь у нас все четко. Смотрим здесь. Здесь нам не хватает высоты. Что мы делаем? Мы просто дописываем. Например, пускай будет 350. Не хватает. Допустим, 365. 366. Вот, отлично. В принципе, можно воспользоваться, наверное, калькулятором даже. Сейчас попробуем. Так, здесь у меня все хорошо. Полуопроши выставлены, все окей. Сохраняюсь на всякий случай. Теперь смотрим этот. Размер этой точки 97. Мы берем 510 минус 97. На 413 мне нужно сюда поставить. Пишу 413. Проверяем. Все четко. Идем дальше. Размер этой 156. 510 минус 156. 354. 354. Так. И вот она поднялась куда нам нужно. После того, как мы настроили двоеточие, теперь можем просто скопировать этот автолейер в ячейку с точкой запятой. И все, что нам нужно, это заменить одну из этих точек на запятую. Поэтому пишем просто здесь кома. И заменяем все остальные во всех мастерах. Переключаемся, делаем двойной клик, Enter, она у нас заменилась. Таким образом, настроив один раз двоеточие, мы с вами сделали быстро точку с запятой. Все у нас работает, все у нас как надо. Если вдруг потом что-то поменяется, здесь все автоматически обновится. По такому же принципу я сделал и точку с запятой в квадратном варианте, только там за основу я брал не 510 и минус 10, потому что в круглых овершутинг есть, а в квадратных нет, а 500 и, собственно, нулевую точку. Поэтому все это быстро рассчитывается, с калькулятором все много времени у вас не займет. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовой фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, увидимся в следующих уроках.